Привет всем! В этом видео я хотел бы рассказать об игре RunPress, об основных ее идеях и концепциях, заложенных в ее основу, и о том, почему, я надеюсь, эта игра может быть интересна для вас. Эта игра посвящена соревнованиям по бегу на дистанциях от 50 до 400 метров и сочетает в себе легкоатлетический менеджер и, собственно, сам процесс соревнований. Вот для примера сейчас здесь у меня отображен чемпионат, который проходит в городе Канберра, Австралия. Название у него Middle Open. Средние города соревнуются, австралийские. Вот мы можем, допустим, открыть, посмотреть, что такое у нас Австралия. Вот Австралия. Вот такие города. Что интересно, причем одна из основных концепций, это то, что вы делаете сами здесь сколько хотите городов, стран, какие хотите, даете любые названия и, соответственно, создаете в них атлетов. Вот мы зашли в Австралию, и у нас здесь средние города, смотрим, вот раз, Gold Coast и Sunshine Coast. Два средних города, они проводят чемпионат, исходя из названия Open, открытый чемпионат, значит, туда могут быть приглашены и атлеты не только из средних городов. В самих этих городах у нас было 11 и 9 атлетов, да. Сейчас вернемся обратно на трек. Это трек. У нас здесь два атлета бегут. Роберт 390 и Джек 2000. 20 атлетов, вот указано, что 20 атлетов в чемпионате. И мы видим, что приглашенные атлеты есть. Вот, они обозначаются как внешние атлеты, значит, это атлеты с других устройств, которые были созданы не на этом вот телефоне, они могут быть созданы на других устройствах, у других людей. Ну, у меня просто мои есть устройства еще. Оттуда я сюда экспортировал атлетов. И сейчас здесь проходят соревнования. Вот атлеты бегут дистанции, такие установленные регламентом чемпионата, вот такие дистанции. Из интересного здесь в чемпионате можно отметить, что атлеты соревнуются в чужом для них городе, то есть они сами из Sunshine и из Gold Coast, но соревнуются они в Канберре. Это означает, что из трибуны относятся к атлетам примерно одинаково, потому что они все чужие атлеты для зрителей этого города. Зато Канберра – это столица, в ней максимальный стадион на 100 тысяч зрителей. Здесь можно неплохо на самом деле заработать. Я подобрал атлетов так, чтобы соревнования были интересные и с хорошими результатами. Я довольно долго тренировал различных атлетов, много уделил внимания и сил этим атлетам. И, соответственно, они не подкачали. Вот рейтинг можно оценить, чемпионат, который идет по количеству зрителей. Из 100 тысяч билетов его сейчас смотрят, все время меняется здесь количество, в зависимости от того, насколько интересно проходит чемпионат, количество зрителей меняется. Но здесь 86 тысяч зрителей практически смотрят, это довольно много. Это означает, что чемпионат с вероятностью 99% будет очень интересный и окупится для участников, которые вложили в него деньги определенные, да, и они победители получат прибыль. Ну и те, кто, в общем-то, хорошо выступал, у кого харизма хорошая, они тоже от рекламных контрактов получат хорошие деньги. Те, кто, может быть, и проиграл, но все равно выиграл дистанции, получат деньги за дистанции выигранные. В общем, чемпионат интересный. Он на самом деле так интересно и проходит. Чтобы соревнования были интересными, я изменил правила проведения чемпионатов по бегу. Сейчас он происходит в форме битв между атлетами. То есть вот у нас здесь в чемпионате 20 участников. Они в первом круге, вот первый круг, разбились на 10 пар, по 2 участника в каждой паре, естественно. И победители этих пар, в этих парах выходят в следующий круг соревнований. Вот здесь у нас уже второй круг соревнований, и там уже даже третий пошел круг, да. Как же сами битвы проходят? В битвах участники пробегают, соревнуются последовательно на дистанциях, которые установлены регламентом. В данной ситуации у нас сейчас атлеты бегают вот эти 5 дистанций в чемпионате. На каждой дистанции определяется победитель, и битвы идут до 2 или 3 побед, как вы сами устанавливаете в регламенте чемпионата. То есть, допустим, на 50 метрах побеждает один атлет, потом он же побеждает на 100 метрах,
Если он побеждает на 150 метрах, то счет 3-0, он победил, если, соответственно, битва проходит до 3 побед. Если же он здесь не победил, победил другой, то еще становится 2-1 вот здесь. И дальше идет битва на 200 метрах. Либо 3-1 будет теперь, либо 2-2. И если, соответственно, 2-2, то вот это у нас будет последняя, 5-я дистанция. Все это определено в регламенте, которая определит в итоге победителя со счетом 3-2. Сейчас я бы хотел рассказать о самих атлетах. Вот у нас здесь 2 атлета. Когда вы создаете атлетов, все атлеты создаются разные. Если кратко, они имеют просто разную скорость. Но не только в скорости заключается в этой игре сила атлета. При своем создании они имеют 5 врожденных характеристик. Это врожденное здоровье, сила, генетическое такое здоровье. Вторая характеристика – выносливость. Третья – психоэмоциональная устойчивость, крепость духа, можно так сказать. Четвертая – стабильность в выступлениях. И пятое – это его интеллектуальные способности. И они все, так или иначе, прямо или косвенно влияют на результаты. Например, атлет с развитым интеллектом, у нас битва состоит из 5 дистанций, он распределит свои силы по этим 5 дистанциям наиболее рациональным образом по сравнению с атлетом с низким коэффициентом интеллекта. Допустим, атлет, у которого высокая выносливость, он сможет распределить эти силы. А с низкой выносливостью, даже если ты обладаешь высоким коэффициентом интеллекта, ты просто нечего распределять, ты не сможешь выступать. Поэтому вы понимаете, как важны все вот эти, когда 5 параметров, они у нас все на высоком уровне, вот это действительно сильный атлет. Единственное, что как вы можете повлиять на атлета, это когда вы создаете атлета, допустим, мы заходим в общую таблицу атлетов, здесь у нас все атлеты, 58 атлетов в этом мире сейчас, вот здесь мы создаем атлетов. Единственное, как вы можете повлиять, это задать, из скольки атлетов создается этот атлет. Что имеется в виду? То есть вы задаете программе, сколько она первоначально создает атлетов, например, 850 атлетов, и из этих 850 атлетов программа подбирает самого сильного атлета. Относительно, потому что так как все характеристики по-разному влияют, сказать, что вот этот будет однозначно во всех ситуациях быстрее бежать, нельзя, невозможно. То есть он относительно сильный атлет получается. То есть из 850 программа предпочла именно его. Вот. Максимум здесь можно 3000 задать. Соответственно, чтобы все сразу не ставили 3000, смысл тогда какой, все будут просто ставить 3000 атлетов, выбирать лучшего, соответственно, это будет стоить дороже. Здесь надо сказать, что введена валюта в эту игру, она, внутренняя валюта, она, в общем-то, регулирует многие отношения, она очень важна, но об этом отдельно расскажем. Сейчас мы рассказываем об атлетах. И можно сейчас взять, допустим, атлет Джек 2000. Он был создан из 2000. Это опция предусмотрена, которая добавляет количество атлетов в конец. Хотя это не обязательно, можно убрать. Можно было сделать так, что будет Джек. Кроме того, что вы можете вообще менять. Здесь, вот сейчас мы можем Джек 2000 поменять на что угодно, на любые названия. Вот здесь был атлет создан из 390. Но мы зайдем в Джека, допустим, 2000. Сюда зайдем Джек 2000. Здесь статистика по нему есть определенная. Она может быть интересна. Она о многом рассказывает. Вот мы можем посмотреть. Здесь у нас дистанции. Показаны лучшие результаты на этих дистанциях. Лучшие результаты всегда здесь показываются, вообще фиксируются лучшие результаты только на соревнованиях. На тренировках нет. И у нас показано, сколько всего он пробежал каждую дистанцию за и тренировки, включая и соревнования. Вот атлет Джек 2000, он пробежал вообще не очень много метров. Хотя нет, 11 950 метров. Это уже более-менее. Пробег, это пробег, когда уже атлет более-менее процентов на 80-90 показывает свои хорошие результаты. У него
он пробежал 400 метров, больше всего 400 метров, 21 раз пробежал. А 400 метров – это всегда тренируется выносливость на 400 метрах. Она, соответственно, играет большую роль на всех дистанциях, ну, прежде всего на длинных. Длинные дистанции здесь в основном это от 150 и выше. То есть, начиная с определенного момента, атлет начинает уставать. И чем более он тренирован, тем он меньше устает. Вот. Соответственно, на втором месте здесь он 150 метров пробежал 16 раз. Что здесь еще может интересно посмотреть? Мы можем инвестировать в этого атлета определенное количество денег, да? Деньги нужны атлетам для тренировок, для участия в соревнованиях и для заключения контрактов. Вот здесь вот у нас контракты с специалистами. Все специалисты, они помогают атлетам, а практически они включаются в его команду и помогают атлетам улучшить свои результаты. Допустим, психолог очень важный, он уменьшает негативное влияние трибун. Допустим, если атлет выступает в чужом городе, то психолог, ну, если он обладает, во-первых, высокой психологической устойчивостью, на него не так сильно влияют трибуны негативно, то есть снижается результат немножко, но не так сильно. А если еще психолога, то практически никакого влияния нет. Здесь количество дней мы указываем. И здесь ограничения есть по количеству. Мы не можем заключить контракт просто так вот сразу. Только по окончании чемпионатов предоставляется возможность 1 или 2 контракта подписать. Причем здесь как раз вот мы говорили об интеллектуальных способностях атлетов. С высоким интеллектом атлеты могут заключить до 2 контрактов после чемпионата. Ну, не всегда тоже, это случайным образом, 1-2. Но с низкими интеллектуальными способностями они максимум 1 контракт могут заключить. Ну, здесь еще есть требование, чтобы не меньше 5000 метров атлет пробежал до первого контракта, когда он может заключать. Соответственно, атлеты, у которых заключены контракты, они могут победить, им проще победить в соревнованиях. Итак, здесь про инвестиции. Они расходуются, они нужны. Здесь распределение между городским бюджетом и игроком, вами, да. Соответственно, то, что вы инвестируете, атлету записывается в долг. Он будет вам должен. Плюс 20% он возвращает. С каждого успешного чемпионата он потихонечку, понемножечку, там, процентов по 10 от заработка возвращает вам. Вот. Здесь вот есть еще различная информация. Его возраст 22 дня, пол атлета, да, мужчина или женщина. У нас, возможно, и мужчины, и женщины здесь. Касательно женщин, можно сказать, что они чуть-чуть обычно слабее, но это далеко не во всех случаях, это только если брать относительно самые высокие результаты. А так женщины в 90% случаев будут выступать наравне с мужчинами, на самом деле. Здесь локация, статус, и вот он сейчас участвует в чемпионатах, да. И здесь можно с ними различные еще действия. Закончить карьеру, например, если нам кажется, он слабый, не перспективный, ну зачем он там будет мешаться в эту таблицу, можно его просто таким образом удалить. Здесь можно, про модели я не буду сейчас рассказывать. Потом вернемся сюда. Соответственно, здесь у нас был Роберт. Здесь Роберт у нас. Он, вот здесь вот я там не рассказал, из 390 здесь отображается информация. Можно указать, чтобы при создании, вот, у меня получилось 390, при создании эти цифры добавляются к нему. Можно сделать так, что цифры не будут добавляться сюда, а вот эта вот величина здесь из калькулятора не будет показываться. Это делается в установках. Вот здесь, соответственно, отображается информация из скольки или нет. Можно убрать, допустим, и вернуться в атлеты. Так, мы здесь сохраняли. Мы были на треке. Вот здесь. Здесь у нас, видите, уже не отображается информация, из скольки атлетов. Мы просто для нас будет неизвестно. Если здесь не будет цифры, из скольки он будет неизвестно. Ну, это тоже интересно. Часто даже более предпочтительный способ. Я здесь делаю просто для того, чтобы, я рассказываю, чтобы было понятно. А так мы реально не знаем. Ну и на самом деле очень часто бывает, что
атлеты, которые создаются, допустим, один из 30, они могут быть не хуже, чем из 2000 или 3000. Здесь как повезет. Больше вероятность, конечно же, что атлет 2000 будет лучше. И у него все характеристики будут лучше. Можно, атлет, которому создаем из 30, 40, 50, вероятность того, что у него все 5 характеристик будут на высоком уровне, не очень высока, прямо скажем. А из 2000 у него, скорее всего, все характеристики будут очень даже неплохие. Поэтому, сами решайте, это стоит затрат определенных. И здесь еще можно отметить, что вот разница между атлетами из 300 или если из 30, например, и 1000, 2000, у них будет заключаться в том, что чем тяжелее чемпионат, тем им тяжелее будет выступать. То есть, может быть, на дистанциях 50 метрах и 100 метрах разница будет не так заметна, они могут даже побеждать, да? Но как только у нас здесь начинается более серьезных чемпионатах, как правило, я для себя так определил, но это в принципе и по смыслу, и по логике, здесь должны быть дистанции длиннее, 50 не должно быть. Должно быть 100, 150, обязательно 400 метров, 2 раза по 200, например, да, это будет довольно тяжелый уже чемпионат. Здесь уже важны будут и коэффициент интеллекта, и выносливость, то есть все характеристики. В этом легком чемпионате, разница не так важна, да. А вот там как раз и будет заметно. Там, скорее всего, те же 2000 будут с большей вероятностью побеждать. Это более серьезные чемпионаты. На 50 метрах они могут выступать, плюс-минус, может быть, с удачным атлетом, который был сделан один из 30, например, да. Вот. И один из плюсов этой игры, что вы сами создаете правила, регламенты чемпионата, и вы можете создавать разные чемпионаты. Разные, тяжелые, легкие. Можно вообще создать, например, интересно создавать чемпионат с дистанциями, начинающий 400-200, допустим, 2 раза по 200 или 2 раза по 400. И такой чемпионат, он будет действительно выявлять очень сильных реально спортсменов. На такой чемпионат вы будете заявлять действительно сильных спортсменов, потому что слабых смысла никакого нет заявлять. Чемпионат будет неинтересный. Если будет разница в результатах 3-0, это я уже перешел к другой теме, да, которая касается интереса для зрителей, да, какой представляет чемпионат, почему интересно им смотреть. Это когда разница в результатах, например, в частности, будет не 3-0, а 3-2, когда до последнего непонятно, кто же победит, когда близкие результаты. Вот здесь мы, допустим, на 50 метров у них будут очень близкие результаты. Вот это уже становится интересно зрителям. Упорная борьба, высокие результаты, то есть может быть упорная борьба, но результаты невысокие, близкие, упорные, но невысокие, но это тоже уже не так. А когда здесь устанавливаются мировые рекорды, когда улучшаются свои рекорды, когда вообще результаты высокие, это всегда добавляет интереса зрителям. И, соответственно, если уж говорить про интерес, добавляет интерес чемпионатов, в которых выступают местные атлеты. Это тоже добавляет интерес чемпионата. Теперь я уже достаточно много рассказал, чтобы можно было показать, собственно, как проходят соревнования. Вот у нас стартовый светофор. Как только он загорается зеленым, можно бежать. Для того, чтобы дать старт начала отсчета, это мы нажимаем кнопку Ready. Программа ждет стартовый сигнал и стартует в автоматическом режиме. Вот эти буковки А говорят о том, что старт идет в автоматическом режиме. Вот смотрите, результат получился 5:41:34. Это 33-й результат на этом устройстве. У него, у Роберта, его личный рекорд 5:19:62. Это 20-й результат. У Джека результат, личный рекорд его чуть лучше, 5:04, 12-й результат. Посмотрим, как он пробежит. Можно делать старт не автоматически. Вот если я нажму сюда, у нас появляется буква М, это значит ручной старт, и должен буду я стартовать сам. Поставим их в равные условия. Не очень хорошо, когда у них неравные условия. Программа подгадывает лучше. Здесь она вообще старается первый, возможно, и фальстарт, первый старт.
Ну нет, вот они оба удачно стартовали. Более-менее подгадали неплохо. У них не было фальстарта. Вот он пробежал лучше. Вот сейчас атлеты совершили по одной попытке. Сейчас побеждает, соответственно, вот этот вот результат атлет Джек. У него результат, например, на 11 сотых лучше. Соответственно, регламентом, если установлено, обычно я устанавливаю. Это всегда интересно тоже, зрителям влияет на зрительский интерес, когда возможны дополнительные попытки. Значит, на каждой дистанции атлет может бежать 2 раза. Ему предоставляется 2 попытки, лучшая из них идет в зачет. Соответственно, вот у него сейчас попытка появилась, он проигрывает, у него появилась попытка. Если он сейчас покажет результат лучше этого атлета, то дополнительная попытка еще осталась у этого атлета. И по результатам всегда 2 попыток. Но если он сейчас во второй своей попытке пробежит хуже, то уже все. Вот с этим результатом победит этот атлет. Вот сейчас посмотрим. Желтый сигнал, зеленый. Все, тоже удачно стартовал он. На первых 10 метрах он чуть-чуть проигрывал. 5:20. Нет, он улучшил. Обычно во второй попытке атлеты, если у них есть выносливость, если у них есть интеллект какой-то, они бегут лучше. И, соответственно, у этого атлета получился второй забег лучшим. И сейчас, соответственно, отвечает второй попыткой Джек. Смотрим, как он пробежит. Тоже удачно он стартанул. Вот это время реакции здесь показывается. Вот 4-я попытка, соответственно, суммарно. Он показал вообще хороший результат. Улучшил свой результат на практически 12 сотых. Ну и, соответственно, он победил. То есть у каждого атлета было по 2 попытки. Этот атлет победил. 4 попытки тоже зрителям больше нравятся. Они тоже влияют на интерес к соревнованиям, на количество зрителей увеличивается, соответственно, увеличивается заработок чемпионата. То есть, когда получается не 3 попытки, а в 4 все используют по максимуму, то есть упорная достаточно борьба была на дистанции у нас, интерес зрителей растет. Но в итоге победил у нас Джек, не без труда. Ну, он мог в 4-й общей попытке или во 2-й своей, в принципе, и проиграть. Но он все-таки смог собраться. Сейчас следующая дистанция. И вот сейчас они бегут на следующей дистанции. Здесь уже промежуточные времена показываются. Дополнительно 50 метров отсечка идет. На 200 метрах здесь еще промежуточные появляются дистанции. 100 метров и 150. Прежде чем мы пробежим 100 метров, я бы еще мог рассказать, что вот эти 100 метров пробежал Роберт за всю свою карьеру 12 раз, и 2 раза пробежал Джек. Это так для справки дается, чтобы можно было удобно посмотреть. Обычно атлет, который бегает дистанцию лучше, ну, если они приблизительно равны, то он и, скорее всего, покажет результат лучше, и он будет стабильнее. То есть, чем больше вы бегаете какую-то конкретную дистанцию, например, 100 метров или 150, тем лучше у вас результат, и тем он стабильнее. То есть, всегда у нас перед каждым забегом атлета производится расчет длины шага. Длина шага – это основная характеристика, которая определяет скорость атлета. Чем больше длина одного шага, тем он, соответственно, показывает лучший результат. То есть, если бегут они все примерно с одинаковой скоростью, то у них у всех разная длина шага. И это как раз и определяет. В среднем в этой игре длина шага у атлета равна 60-70 сантиметров. Хорошие атлеты показывают ближе к 80, но это редкие вообще. То есть хороший атлет это после 70 сантиметров, атлет слабенький это меньше 60 сантиметров. И вот при такой средней длине шага у нас получается порядка 80 шагов на дистанции 50 метров. В среднем в этой игре атлет делает 15-16 шагов в секунду. Вот здесь есть среднее, считается за всю битву количество шагов в секунду, которые делает атлет. Вот, 15,6 примерно.
Здесь вы можете спросить, а почему так быстро бегает атлет? Почему у него частота шагов 15-16 шагов в секунду? Потому что на самом деле ведь здесь предусмотрен еще один режим соревнования спортсменов. Это когда мы бежим самостоятельно. То есть вот сейчас вот я установил флажок, что переключатель, что я бегу самостоятельно, и я могу бежать сейчас за атлетов пальцами, нажимая поочередно на вот эти две кнопки. Сюда, 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 сюда. Так у меня имитируется бег атлета ногами, я бегу пальцами вместо ног. И отсюда мы сразу приходим к пониманию, что такое ошибки. Вот у нас фигурируют ошибки вот здесь вот, да? Здесь у нас были ошибки, они вот здесь вот появляются после каждого забега. Это сколько ошибка появляется, это когда у нас идет не поочередное нажатие сюда, сюда, а 2 раза на одну и ту же кнопку бега. Мы же не можем бежать 2 раза, отталкиваясь одной ногой. Поэтому второе нажатие, такое последовательное на одну кнопку, это ошибка, и этот шаг просто не засчитывается. То есть у нас как бы пропадает там эти наши средние 60-70 сантиметров, этот шаг не делается. Таким образом, конечно, это влияет на время прохождения дистанции в отрицательную сторону. Вот. Но у меня здесь видео снимается на экране компьютера, у меня экран не чувствителен к нажатию на пальцами, и, соответственно, я не могу здесь бегать пальцами на экране компьютера. Это можно делать на iPad и на iPhone. Поэтому я сейчас включу обратно. Видите, автоматически, кстати, здесь и режим старта включился автоматически сразу, да? Поэтому я включаю здесь обратно автоматический бег. Переключаю здесь на автоматический старт. И теперь уже здесь соревнуются чисто исключительно атлеты между собой. Они, допустим, люди. Я могу бежать за одного атлета, другой там мой товарищ за другого атлета, и мы вот так вот можем бегать. И такие варианты соревнований вот тоже возможно, они тоже весьма азартно, увлекательны. Но это немножко уже другое получается, там не совсем атлет. Здесь же я рассказываю именно чисто про атлетов, про их силу, про их скорость. Мы проводим чемпионаты, где определяем лучших атлетов именно. Давайте пробежим сейчас за Джека. Ну, точнее, не мы за Джека, а Джек пробежит 100 метров дистанция. Так, тоже удачно он попал. 27 сотых у него реакция. За 5:02 первый 50 пробежал. И вышел из 10 секунд на 100 метрах. Вот смотрите. Он улучшил свой результат, во-первых, да, на 6 сотых. И вот у нас появились ошибки. Вот 9 ошибок, то есть это было 2 двойных. Бежала программа, да, но она имитирует бег пальцами и совершает примерно то же самое количество ошибок. Теперь давайте пробежим за Робертом, сравним результаты. У него его рекорд чуть лучше, чем здесь вот. Бежит он сейчас хуже, да я бы сказал неудачно, 7 ошибок уже. У него ошибок меньше, но результат у него, ну, прямо скажем, плохой, неудачный. Почему может быть в частности такая разница, да? Ну, как я уже говорил выше, просчет дистанции, длины шага перед каждой дистанцией, он всегда индивидуальный, он складывается из многих очень параметров, которые подсчитываются случайным образом из некоторых диапазонов. Поэтому всегда длина шага разная. В среднем она у хороших спортсменов лучше, чем у спортсменов похуже. В среднем, но они могут немножечко и меняться, и где-то, может быть, не очень хороший спортсмен может выиграть у другого спортсмена, который, в принципе, лучше его, но вот ему не повезло. И еще здесь вот я не говорил про погоду. Здесь еще фактор погоды есть. Это предполагается, что они соревнуются на стадионе, где может ветер, условно говоря, или какие-то еще погодные условия, ну, пусть ветер, например, дует в лицо, а может и в спину, да, и при нестабильной погоде, вот Джек мог получить, допустим, просто дополнительное преимущество за счет того, что у него его результаты просчитались чуть лучше, длина шага у него чуть лучше получилась за счет погоды, а вот у этого чуть хуже.
То есть при нестабильной погоде диапазон, он может быть и положительным, из которого берется случайное значение, он может быть и отрицательный, и может быть и положительный. Это один из моментов, а моментов очень много. Я уже останавливаюсь на том, что зрители влияют на атлетов, зрители родного города, они всегда положительно влияют на своего атлета, и атлет из города, где проходят соревнования, ему зрители эмоционально помогают, у него результат всегда будет получше. Некоторые преимущества получают над другим атлетом, поэтому если они равны, то очень велика вероятность, атлеты если равны, что атлет, местный атлет, он скорее всего победит. Опять же, там фактор погоды, еще много чего другого. И опять же, харизма атлетов может быть разная. Харизма – это очень важный элемент тоже. Это некая привлекательность для зрителей. То есть какие-то зрители любят определенных атлетов. Атлеты популярные есть, харизматичные, и их любят зрители. И тогда, даже если он выступает на чужом стадионе, зрители его все равно любят. И они на него эмоционально не давят, и он бежит нормально, легко, особенно если у него есть психолог в команде. То есть психоэмоциональный настрой атлета перед забегом, он очень важен, он довольно много дает, ну реально много. И когда мы перед чемпионатами тренируем атлетов, мы видим примерно, как они бегут, они пробегают там каждую дистанцию, мы видим, что вот один атлет бежит быстро, другой медленно, но это все на тренировках. На тренировках не учитывается психоэмоциональный фон, а он дает прилично. И если атлеты приблизительно где-то бегут, даже иногда не очень приблизительно бегут одинаково, то атлет с хорошей психоэмоциональной устойчивостью, он будет бежать лучше, потому что психоэмоциональный настрой, он играет одну из важнейших ролей, этот момент, который достаточно значим в подсчете длины шага общем. Харизма атлета у нас показывается цветом. Вот здесь вот эта вот часть, она имеет разный цвет. Ее хорошо видно, вот в общую таблицу зайдем атлетов. Вот, у нас все атлеты здесь вот разные. Вот здесь как раз вот показан цвет, который определяет харизматичность атлета. Белые это, ну, нейтрально, у них нет никакой харизматичности. А вот переходящую в такую вот уже практически синеву, там, не знаю, есть такие атлеты? Нету, наверное, да? А вот практически, да? Это очень высокая харизма. Их любят зрители, они могут выступать на чужих полях, и никаких проблем у них не будет. Вот. Вернемся сюда. То есть, видите, неспроста у нас здесь разный цвет имеют вот эти кнопки. А если говорить об отношении трибун к атлетам, то вот мы можем, вот видите, сейчас вот цвет основного поля, он как раз характеризует отношение зрителей к текущему атлету, вот к этому, который сейчас бежит. Бежит атлет у нас вот этот вот. У него здесь подсчитываются его фальстарты и выделяется желтым. Это текущий атлет, который сейчас будет бежать. Вот, соответственно, зеленый цвет вот этого вот поля основного, это хорошее положительное отношение, а все, что уходит в красноту, это уже вот он начинает желтеть, желтый, оранжевый и красный становится. Так вот меняется цветовая гамма. Красный это все, это зрители уже совсем негативно, и вот атлеты, которые выступают при таком цвете трибун негативном, ему тяжело, ему максимально на него давлеет. Ну, конечно, он может быть сам иметь харизму. Ну, когда хорошая харизма, на него так обычно плохо зрители, на него, а у них отношение к атлету более-менее нормальное. А если он нейтральный атлет, и у него нет психолога в команде, то он, конечно, результаты его вообще очень плохие. Психологически не готов атлет, на него давит сильно, ему выступать на чужих трибунах, при чужих трибунах ему не очень хорошо. Вот мы можем зайти, допустим, в другой чемпионат, у меня параллельно идет еще другой чемпионат. Так вот, Чикаго, да, идет, эти два закончились, а вот это идет. Вот мы видим, здесь еще вот харизма, да, разная, да. Допустим, вот сейчас, хорошо, пусть пробежит, посмотрим. Это вот местный атлет, домик, это местный атлет, видите, такой зеленый цвет, положительно относится к Черилу.
положительное отношение, не трибун, потому что это местный атлет. Она из Чикаго, и в Чикаго проходит чемпионат, да? Вот. И вот видите, пожелтело, да, стало аж более желтое, хуже отношение, хотя харизма очень высокая у Сары, но все равно отношение похуже. Трибун к этому атлету, ей будет бежать чуть-чуть тяжелее. Она вообще из другого мира, с другого устройства, Калиста, да, вот такой земной шар нарисован, она из другого мира. Ну, вернемся, давайте, там, где мы сейчас находимся. Мы примерно сейчас рассказали, как относятся зрители, как атлеты влияют на зрителей со своей стороны. Это вот, наверное, я сейчас рассказал практически обо всем, что происходит на площадке. И вы уже можете примерно оценить, насколько все это вам уже может быть интересно. Столько нюансов, столько было продумано всяких моментов, которые влияют на атлетов. Я надеюсь, что это вызывает определенный интерес. Как я уже отмечал выше, эта игра сочетает в себе в том числе и легкоатлетический менеджер. То есть, кроме самих соревнований, еще много действий происходит вне соревнований, в том числе подготовка, создание атлетов, их подготовка и создание чемпионатов. Очень важно здесь, важное место занимает создание чемпионатов. Как это делается, сейчас покажу. Это вот сейчас два незавершенных чемпионата идут, а это два были завершенные. Можно там 5-10 параллельно чемпионатов вести, там есть некоторые ограничения. Вот как создается. Здесь у нас всего 3 экрана создания чемпионатов, я сейчас кратко расскажу. Это уже заключительный этап, вот этот первый экран, это заключительный этап. Весь чемпионат готовится на следующих экранах. Основные вещи делаются здесь, и здесь мы указываем, какой тип будет чемпионата. То есть по какой системе будут биться атлеты, проходить битвы. То есть вот, например, плей-офф, потом круговая. Может быть просто плей-офф, может быть круговая, а может быть сначала круговая, а потом плей-офф. Ну, то есть вот на этом примере сейчас скажу. То есть вот у нас, допустим, выбрали 10 атлетов, они провели 49 битв, всего между собой по одному разу между собой все они бились. И потом в конце 4 атлета, вот они выходят в финал, и они уже бьются в режиме плей-офф на вылет. Или, например, плей-офф плюс раунд, плюс круговая. Соответственно, вот 10 атлетов, они проводят 15 битв, ну, здесь чуть-чуть больше, чем обычно, здесь некоторые хитрости есть для 10 атлетов. Они проводят 15 битв, и оставшиеся 4, которые вышли, так сказать, в финал, они уже по круговой системе, уже у них определяется, каждый друг с другом будет биться, и в итоге получается победитель. А может быть просто плей-офф и все. Там, взяли, допустим, 20 атлетов, провели 23 битвы, или там классический вариант, 16 атлетов, 16 битв, все. Рейтинг, вот это рейтинг чемпионата. Чем больше рейтинг, тем это, в общем-то, заработки, затраты атлетов больше, но вместе с тем и заработки у них больше. И они получают баллов больше. Вот видите, за каждую, вот здесь вот мы должны сначала определить, какие дистанции будут в чемпионате. Вот они. Если мы до 3 побед бьемся, то у нас будет 5 дистанций. Вот 5 дистанций. И мы здесь уже сами определяем, какие хотим, в каком порядке они будут идти дистанции. Хотим вот так сделать, будет вот так вот, да, ну, без разницы, это уже кому как. Я обычно более серьезные чемпионаты, я добавляю длинные дистанции, это более тяжелые дистанции для атлетов, им уже труднее распределить силы, и они больше устают. И видите, вот когда мы ставим, допустим, на международный уровень, то у нас уже, соответственно, количество очков за победу. Это каждый атлет имеет некоторый рейтинг. И в этот рейтинг добавляется за каждую победу на дистанции очки. По окончании чемпионата определенный багаж этих очков добавляется к тому багажу, который был уже у атлета. И, соответственно, чем больше рейтинг, сейчас мы меньше сделали, стало 2 всего лишь очка за победу дается.
чем длиннее дистанция, и чем выше рейтинг чемпионата, тем больше очков рейтинговых зарабатывает атлет. Соответственно, если до 2 побед, то у нас всего лишь будет 3 максимум битвы, то есть счет 2-1 максимально возможен. До 3 побед возможно 5, то есть 3-2 счет возможен. В принципе, здесь я практически все вам рассказал. Здесь еще убирается модель, которая бежит автоматически за атлетов. Ну, здесь практически один раз вы это заполняете, и она всегда бегает. Если вы, конечно, не бегаете сами пальцами. И еще очки даются, кроме победы на дистанции, то есть вы можете проиграть. Он может проиграть все битвы, но, допустим, будет со всеми биться упорно и заработать довольно много очков, которые в итоге выльются в определенное денежное вознаграждение по итогам. За каждую победу всегда получается вознаграждение. Но атлеты, занявшие первые 4 места, они получают еще очки. Ну вот при 16 атлетах здесь получит 4 место еще ничего не получают. А если мы здесь поставим, допустим, 28, то видите, как сразу растет. То есть чем больше атлетов, чем выше рейтинг, тем и выше количество баллов рейтинга, которые получает атлет. То есть такой более рейтинговый атлет получается. В более серьезных соревнованиях, в них, конечно, участвуют, чем больше атлетов, тем более серьезные соревнования. Ну, представьте, допустим, 6 атлетов соревнуются, да, или там, допустим, или 48, к примеру, да, но здесь больше 56 нет, здесь некоторые ограничения есть. Конечно, это более серьезное соревнование, выйти победителем в соревнованиях среди 56 атлетов, это гораздо круче, чем быть победителем там, возможно, и соревнования, вот, допустим, городской уровень, здесь может быть вообще 3 атлета в городе соревноваться, но это так себе, мягко говоря. Вот видите, здесь за места вообще очки не даются. Ну, на дистанциях, да, даются какие-то очки, на 50 метрах 0,5, на 100 метров 1, соответственно, если мы здесь увеличиваем национальный рейтинг, здесь все увеличивается в 2 раза, с каждым увеличением рейтинга здесь увеличивается. Ну, вот. И еще, это один экран, и здесь вот еще есть экран, это требование уже к атлетам, больше к атлетам, и с количества городов, вот из одного города только, да, или там из нескольких городов, может быть, там. Ну, здесь вот мы заложили международный рейтинг, вот, international рейтинг, да, есть определенные минимальные требования, это значит минимум 6 городов должно быть, соответственно, минимум 6 стран. То есть вот, чтобы провести чемпионат международного рейтинга, у вас должно быть 6 городов, и должно быть 6 стран. И количество атлетов минимум 6. Это для чемпионата кругового. А для плей-оффа я там думаю, что будет больше. Уже 16 должно быть атлетов. Вот. И минимальная, например, для международного рейтинга минимальная медаль должна быть бронза национального первенства, национального рейтинга. Примерно. И участие в чемпионате должно быть не менее двух. Не менее 2 чемпионатов должно быть за плечами атлета. Ну вот это я кратко рассказал. Все подробно расписывается. Ну, здесь я уже записал некоторые требования, и под эти требования не попадает из имеющихся атлетов никого. У меня нет таких атлетов. Сейчас я зайду сюда, упрощу требования к атлетам. Сделаем вот так вот, да. Соответственно, здесь вернем. Так. Все, у нас никаких требований особых нет. Так, сюда нажимаем. Все. У нас здесь, соответственно, появляется куча атлетов. Ну, практически все атлеты удовлетворяют требованиям. Здесь, соответственно, информация, вот здесь вот, что я выбрал. Мне надо будет выбрать, соответственно, здесь атлетов, чтобы они подпадали. Вот так вот выбираются атлеты. Мы выбираем. Мы можем, соответственно, и здесь сначала выбрать, а потом сделать там требования. Чтобы каждый раз не мучиться долго и не выбирать там различные варианты,
требования к атлетам, и мы можем просто сделать регламент чемпионата и сохранить его. Вот у нас здесь вот есть несколько регламентов, мы сейчас можем вызвать любой регламент, любой, вот тот же Middle Open, да. Ну, сейчас все атлеты, они заняты, они там все участвуют, никого здесь нету, да. И он нам просто, вот 100 тысяч в Австралии, Канберра, и все это вот смешанное участие, и мужчины, и женщины могут, да. 20 атлетов должно быть. Из одной страны они все, из 2 городов. Дополнительные попытки разрешены, до 3 побед. Тип чемпионата плей-офф плюс круговая. Модель А01 бежит. Затраты на одного атлета 125 РПМ. Вот. И вы вот эти требования сохранили, и вы можете всегда потом периодически проводить этот чемпионат. Можно сделать, допустим, какой-то там тяжелый чемпионат с тяжелыми дистанциями, с длинными, да, назвать его там какой-нибудь хард, там чамп и так далее, да, проводить в каком-то городе и туда вызывать самых действительно серьезных, лучших атлетов, сделать им, предъявить там минимальную медаль какую-нибудь, золото национального рейтинга должно быть, например, ну вот, например, такие сохраните, вы будете вызывать и проводить его периодически. Смысл в этом. Регламенты, они помогают проводить одинаковые чемпионаты и просто упрощают и ускоряют. Мы можем сейчас просто без всяких регламентов сделать любой чемпионат, какой хотим. Вообще не проблема. Единственное, чтобы были атлеты подходящие. Потому что есть минимальные требования там, к международным чемпионатам, к национальным чемпионатам. Ну, практически нет требований только чемпионатам городского уровня. Вот там вы можете вообще творчески подойти, любых атлетов из любых городов, миров нам собирать вообще без вопросов. Вот это вот кратко. И это вот как раз вот та гибкость, она на самом деле придает дополнительный интерес в игре. Это очень важный момент. Вам просто самому становится интересно создавать различные чемпионаты, проводить их. И в чемпионатах, конечно, еще важна подготовка атлетов. Это тренировки атлетов. Здесь мы проводим тренировки. В тренировочном режиме включается вот этот трек. Атлеты здесь бегают. Вот у нас здесь Крей, допустим, 1000. Вот у него здесь медаль, уже показывается заработанная медаль у него есть. Вот так он пробежал на дистанциях. На дистанции 100 метров у него были забеги уже, тренировки. Были тренировки у него вот на 50 метрах и так далее, да. Ну, в тренировке 10 метров они тренируют ускорение. То есть на всех дистанциях она работает, вот это ускорение на всех дистанциях. Естественно, также он не будет, вот он бежит здесь, допустим, ну 10 метров он, по-моему, не бегал у меня еще, да. Это сессии, все записывается в тренировочной сессии, они стираются после окончания чемпионата, они стираются, их больше нету. Начинается, возобновляется снова тренировочная сессия после чемпионата, новая. Соответственно, он соревновался, у него его сессия стерлась, вот какие-то он здесь уже начал тренировки проводить. 400 метров это на выносливость, а 10 метров это на ускорение. На всех дистанциях ускорение важно. И проводя тренировки на 10 метрах, вы времена всех вот этих вот дистанций чуть-чуть улучшаете. Естественно, он не будет бежать с той же скоростью, как он бежит на 10 метров, потому что ну, нельзя отдать все силы на 10 метрах и дальше еще там, допустим, 100 метров бежать. Ну, уже не будет сил, да. Но, тем не менее, это улучшается временем первых 10 метров. 400 метров улучшает выносливость атлета. А другие дистанции, они, чем больше вы их пробегаете, тем лучше атлет бежит по этим дистанциям. Соответственно, вот на эти дистанции влияют и пробеги вот на этих дистанциях, на 10 и на 400 метров. И, соответственно, если вы примерно одинаково с каким-то атлетом бежите, на 100 метрах, если вы там пробежали 30 раз, а атлет другой там 10 раз, ну, скорее всего, вы его победите. Ну, если вы близкие по силе. Да, ну и вот здесь вот указывается мировой рекорд на этой дистанции. Это мировой рекорд, я еще повторюсь, устанавливается только исключительно на соревнованиях. Вот какой-то внешний атлет, Кассиопеи, да, он установил рекорд когда-то, ну вот рекорд, вот у него, 29 декабря установил рекорд 4,70. А у нас на соревнованиях, соответственно, мировые рекорды, они вот здесь вот указываются.
Вот атлеты пробежали вот так вот, да, а мировой рекорд на дистанции 100 метров установлен был 9:16. Ну, заметно быстрее кто-то там бежал. Я вот рассказал в основном все моменты, ну их на самом деле больше, да, обо всем рассказать вот просто так вот невозможно в одном видео. Читайте вот здесь вот описание, и в этом описании рассказано более подробно, ну, наверное, там почти все, что я рассказал, и даже больше. Вот. Есть видео, соответственно, они будут пополняться. И что вот у меня у самого вызывает интерес, который, может быть, вы просто пока не начали играть, вы его просто так и не поймете. Вот проходят соревнования одни, вторые, третьи, да, вот мы здесь уже там несколько у нас они битв прошли, да, нам уже интересно, мы понимаем, как там бежит этот, там, как это, да, мы знаем там самых лучших, вот они победили, первое место, допустим, кто-то займет, да. Прошел другой чемпионат, там тоже кто-то первые места, там первое, второе, да. Мы знаем и тех атлетов, и этих. И кажется, вот эти такие ребята крутые бегают вообще отлично, там, да, побеждают, ну там, допустим, будет здесь установлен рекорд 8,7, других там 8,9, еще что-то, да, будут установлены такие большие, лучшие, хорошие результаты. И вот когда мы их начинаем всех объединять в одни чемпионаты, когда они бьются в одном чемпионате, вот это вот реально интересно, и ты болеешь, вот, ты можешь дать какому-то атлету свое имя, например, да, и вдвойне за него можно болеть, проводить с ним дополнительные тренировки, тренировать его больше, там, стараться, чтобы он победил. Но не факт, что он это победит, потому что, ну, вот атлеты, они все разные создаются, и определить только в ходе соревнований возможно. И вот таким вот образом, проводя отдельные тренировки, пытаясь там нанять в команду тренеров, у него атлетов, у них со временем, у них улучшается, ну, как и у любого спортсмена в его карьере, у них просто со временем там пик карьеры будет там на 60-70 днях, у него будет самый лучший результат, он будет обладать самой сильной, самая большая сила у него будет, самая в тот момент, в этот момент это будет пик его карьеры, будет показывать лучшие результаты. И вот это вот все, да, атлеты все время меняются, и все время появляются какие-то сильные атлеты. И вот эти соревнования между самыми сильными атлетами, желание воспитать какого-то очень сильного атлета, оно, вот этот вот сам процесс очень интересный. И, конечно же, да, вы можете потом пойти и посоревноваться со своими друзьями, да, отправить, вот нажать эту кнопочку, и он будет на другом устройстве, будет бороться за золотые медали. Это будет реально интересно. Вот, наверное, по большей части я здесь все рассказал сейчас. На самом деле, конечно же, еще есть много нюансов, которых я не рассказал в этой игре, да. Ну, например, да, вот видите, про фальстарты. Атлеты с высоким интеллектом, они будут лучше, у них будет лучше получаться угадывать. То есть во время тренировки там нет никакого угадывания, загорелся зеленый сигнал и побежал, да. И, ну, атлет, который там некоторые физические особенности лучше, он будет чуть-чуть, там у него реакция будет чуть-чуть получше, да, в тренировке, чем у других. Это будет сказываться также и на соревнованиях. Но на соревнованиях здесь дается одна попытка, возможность, да, фальстарта. Когда атлет стартует, он может один раз сделать фальстарт, ему за это ничего не будет. Второй фальстарт ему добавит к его результату итоговому 0,3 секунды. И так с каждым разом 0,3. Ну, понятно, что пару раз так, получив 0,3-0,6, он, конечно, проиграет, да, другому атлету. Поэтому в автоматическом режиме старта, когда вы не сами стартуете, первый раз атлет старается попасть, то есть, ну, чтобы вот это было как можно меньше, да. И атлеты, например, с высоким интеллектом, они, ну, у них лучше это получается. То есть, если сделать там, допустим, 20 стартов, и они вот в большем количестве раз будут более лучшие результаты у них по сравнению с теми, у кого интеллект там похуже. Ну, и таких нюансов в игре достаточно много. Там все здесь не перечислишь. Очень сложно. Это математическая модель, очень много в ней всего рассчитывается. И вот это, когда длина шага считается, когда вот стартовая часть считается. Здесь много всего нюансов, как там зрители влияют, очень много всего.
было сложно на самом деле сделать баланс в этой игре, чтобы все было как-то более-менее нормально. Вот. И тем интереснее, и причем это все было взято из реальной жизни, как что влияет на атлета, на его результаты. И в итоге, я считаю, мне это удалось. Атлеты бегут достаточно интересно. Я понимаю, как они могут бежать. И игрок, который играет, он тоже со временем будет понимать и понимать, как лучше сделать, чтобы получить самого сильного атлета и выставить его в борьбе с другими. Да, и вот еще один, наверное, последний уже интересный момент, на котором я хотел бы остановиться. Это вот мы зайдем сейчас во вкладку World и видим, да, это страничка, где название этого мира Heaven Gate, небесные врата. Здесь вы сами даете, можете изменить его в любой момент, не проблема, да. Это чтобы, если ваши атлеты будут экспортированы в другой мир, чтобы они как-то там идентифицировались, когда особенно из нескольких миров, чтобы можно было их отличить друг от другого. И вот на этой страничке здесь показаны, так сказать, основные достижения по этому миру. Пока вот они выглядят у меня вот так вот, таким образом. Здесь вот богатство всего мира, они оцениваются как остатки на счетах, пока таким образом, 56 тысяч, да, RP. Сколько всего пробежали метров, ну, здесь с того момента, когда я начал это отсчитывать, 18 тысяч метров пробежали, неважно как, на соревнованиях, на тренировках, все сюда входит. Это общий пробег, так сказать, по всем стадионам. Ну, достижения, сколько стран, городов, атлетов и мировые рекорды. Вот там ранее мы отмечали, что кто-то там пробежал 100 метров 9:16. Ну вот, можно посмотреть, сюда зайти. Вот они все дистанции. Вот это еще у нас на соревнованиях, вот эта дистанция не участвовала, да. Ну и здесь также видно, что этому миру еще надо развиваться, да, потому что приехали ребята из других устройств, из Cassiopeia и Callisto, да, ну они оказались круче, просто вынесли всех на соревнованиях, да. И здесь надо им, видимо, еще, может быть, вот у нас были чемпионаты Австралия, USA, Dreamland. Ну, они не вывели каких-то очень там серьезных таких бойцов. Ну, по крайней мере, пока. Может быть, еще там, в общем-то, сейчас middle у меня проходит соревнования. Может быть, столичные ребята будут посильнее, да. И здесь не Чикаго, а вашингтонские будут ребята посильнее, потому что, ну, так в игре запрограммировано, чем больше город, тем могут быть теоретически сильнее атлеты. Ну, и каждая страна, она тоже, она... Бывает страны-аутсайдеры, ну, вот как в обычном реальном мире. Там, взять тот же футбол, допустим, страны там, Германия, например, Англия, Италия, да, Испания. Это у них всегда были сильнейшие клубы, сильнейшие футболисты. А взять там какие-нибудь другие страны, ну не буду сейчас никого обижать называть, но у них там и не было никогда ни футбола, ни футболистов, ну, слабенькие, да, слабые школы, слабые тренеры. И там не будет никогда сильных атлетов. И здесь то же самое. Здесь есть страны, и это как раз и выявляется в ходе чемпионатов. Есть страны, которые будут давать сильнейших атлетов, а есть, ну, так вот, слабенькие, ну, и там даже уже потом неинтересно будет проводить чемпионаты. Ну, и смысл в игре в том, что вы будете создавать еще страны и пытаться найти все лучшие и лучшие атлета. То есть здесь можно проводить чемпионаты разных стран, городов, но это на самом деле интересно. И всякие лиги Европы, Северной Америки, там, Африки, я не знаю, что, кому что хочется сделать, австралийского континента, Австралия, Новая Зеландия, там, Филиппины, Малайзия и так далее, ну, Япония, Китай, пожалуйста, все делайте здесь, да, выбирайте лучше, может быть, будут такие страны, которые будут поставлять очень сильных атлетов, и их не будет не стыдно выставить на другие устройства против ваших друзей. А так вот сейчас вот, ну что, здесь приехали ребята и все, установили рекорды. Таким образом у нас получается, что взглянув один раз на вот эту вот страничку, да, экран, мы сразу можем определить, насколько крут этот мир, какие у него достижения, какие у него результаты, можете сравнить со своим. И говоря вот об этом экране, да, об общей информации, можно добавить еще, что мы будем, конечно, будем развивать этот мир, бегать, делать новые страны, здесь будут улучшаться результаты, но мы еще же можем и улучшать результаты со стороны создания моделей.
У нас, я практически здесь не говорил про модели, да, это все есть у нас в руководствах, которые здесь у нас есть под знаком вопроса на первой страничке, да, на первом экране здесь. Но модели, они примерно все одинаковые, но могут немножечко отличаться. И здесь как бы тоже в этом плане тоже можно двигаться определенным образом, чтобы результаты были лучше. Но если вы будете все равно посылать своих атлетов на другие миры, вы вот это, неважно, вот эта табличка, потому что за всех атлетов будет бегать одна и та же модель. Она может быть чуть медленнее, чуть быстрее, без разницы. Но соревноваться будут они относительно друг друга. Модели там уже ни при чем. Модель будет бегать за всех одна. Ну, так правильно будет делать. Можно, конечно, организовать чемпионат так, что модели будут разные, но это немножко неправильно. Это уже получается спор моделей, а не атлетов. Вот, наверное, по поводу этого экрана, я думаю, все. Здесь я закончу. Я надеюсь, что мой рассказ вызвал интерес, игра вызвала интерес у вас. Надеюсь, вы будете в нее играть со своими товарищами. Это будет интересно, поверьте. Благодарю вас за внимание. Успехов в игре, успехов по всему. До свидания.